Всем привет, друзья! Ну что, начинаю видео с маленькой распаковки. Приобрел вот такой себе эхолотик от компании Lowrance Elite FS9. Взял эхолот уже такого среднего уровня, поскольку можно было что-нибудь подешевле, подороже взять. Ну вот это такая золотая середина. Много общался с разными рыбаками, много кто что интересного рассказывал. Кто-то говорил, лучше надо было лайв брать. Кто-то говорил, фески за глаза. Если лайв брать, то лучше брать 12-ю диагональ. Кто-то говорит, 12-я хуже показывает, чем 9-ка. И если уже уходить, то надо уходить еще более выше, более в топовые модели. Ну, конечно, ценник большой, а для таких простых рыбаков, как мы, рыбалок, этого прибора в принципе достаточно. Но вот, не знаю, такая покупка, я ее называю радостная печаль. Не знаю, надеюсь, будет показывать хорошо рыбу, буду рисовать карты хорошо. Ну, думаю, мне понравится, вот. И я думаю, не пожалею, что именно взял его, хотя уже были мысли взять HDS Live 9. Там, конечно, 5 сотен зелени надо было добавить, плюс к этой стоимости этого эхолота. Вот, поэтому, не знаю, пока еще не выбирался на воду, немножко, знаете, такая какая-то, не знаю, как это сказать, но, в общем, такие какие-то ощущения непонятные. Обычно надо радоваться покупкам, да, а здесь как-то вот, не знаю. Ну и поэтому сегодня такой будет небольшой, такой распаковка будет. По прибору рассказывать, как настраивать, где что, я не буду, потому что это такой серьезный прибор у меня впервые. До этого был Lowrance, не помню модель, там самые простые, и потом практик был, вот этот зимний. Все, поэтому будем учиться, потому что прибор серьезный. Половина функций, даже которого здесь в нем есть, они нам не понадобятся. Вот. А в HDS Live там вообще куча всего можно подключать, поэтому думаю, мне прибор зайдет. Ну и хочу поделиться с вами распаковкой, небольшие нюансики рассказать, какие там при покупке нужны. Плюс покажу дополнительные аксессуары, которые покупал, которые нужны будут по-любому перед тем, как выехать на первую рыбалку. Так что давайте приступим к распаковке, обзору. Ну а после распаковки обзора будем выбираться на воду. Но это будет уже завтра, поскольку сильные ветра и рыбачить как бы некомфортно будет. Так что поехали. Поставляется эхолот в обычной картонной коробке. Картон вроде как бы сделан из разлагающей. Сейчас же борется за экологию. Вся информация на эхолоте, вот видите, написана. В принципе, на этом не будем заострять внимание. Вот так достается. Это в сторону. Вот такая коробочка, как в принципе с-под обуви. Открываем. Здесь можете видеть вся информация. На ютубе можно посмотреть поиск. Тут эхолот коннектится с телефоном. В принципе, ну, в общем, инструкции полно. Ну и приступаем к самому главному. Вот так запакован наш сам эхолот. Конечно, я все доставал, настраивал. Здесь такие боковушки, чтобы при транспортировке не повредить. Куча инструкций разных, то есть обязательно нужно прочитать, посмотреть, как тут что крепить. Я уже смотрел. Ну, где, куда, какие винты, шурупы, гайки, болты ставятся, это тоже есть. Вот. Рядышком здесь вот такой отсек. В этом отсеке идет наш сам датчик 3 в 1. Лыжа, конечно, большая, под него надо струбцина хорошая, чтобы ставить на разные лодки. Ну, это все тоже есть. У меня покажу позже. Кабель довольно-таки длинный, плотный. Надеемся, что будет служить, нигде не будет ломаться. Далее идет, далее идет шнур для подключения питания. Здесь вот в комплекте шел предохранитель на 3 ампера. И здесь я такие сделал быстросъемы на аккумуляторе. Здесь папы, мамы
Вот, сделал. Удобно. Термоусадкой все усадил. Вот черное минус, красный плюс. Так что, в принципе, все просто. Идет рога, или как там правильно, держатель нашей тушки. Ну, обычный пластик. Ничего не могу сказать хорошего и плохого. Посмотрим потом. Это идет сама пластина, крепить наш датчик. Но ее в топку можно сразу выбросить. Если, допустим, где-нибудь стационарная лодка, может быть, да, там закрепил, чтобы постоянно было. Как у меня две лодки, одна стоит на двине. Кастрюля, вторая ПВХ-шка. Я взял струбцину, чтобы было удобно переставлять и снимать, поскольку нам же нужно перемещаться на разные водоемы. Здесь у нас просто вывалилось. Идет куча всяких, как и говорил, всяких в пакетике штучек, чтобы закрепить наш эхолот. В инструкции написано, что куда идет. Ой, все разлетелось. Там мне всего лишь надо только будет, чтобы прикрутить наш вот эту держатель головы, да, эхолота самого. Я покажу, к чему буду крепить. Ну и все. Здесь эти от влаги. Ну и в принципе все. Больше ничего нет. Это отставляем в сторону. Да, еще вот такие заглушки идут в комплекте, но это лишнее что-то. Это задние разъемы, которые не будут использоваться. Закрывать их. Вот, ну. И давайте к самому главному перейдем. Сам эхолот. Лоуренс идет сразу с защитной крышкой. Здесь сзади у нас вот идет подключение датчика нашего самого. Здесь питание. Ну а здесь еще не разбирался. Нужно смотреть вот заглушки. Идут в комплекте дополнительных два разъема. Ну, для подключения каких-то разных еще или датчиков, или, по-моему, подключается компас куда-то сюда. Вот, ну компас стоит денег, пока будем без него, там посмотрим. Хотя можно ловить и так. Так что вот такой приборчик. Вот. Сейчас откроем крышку. Крышка довольно-таки сидит плотно. Сразу хочу обратить внимание, вот сделаны такие упоры, чтобы крышка не гуляла. Здесь какой-то мягкий материал. Единственное, они соприкасаются с самим экраном. Кто-то говорит, что могут со временем протереть экран и останутся пятна. Не знаю, может у кого-то уже пользовался, делали что с крышкой, нет. Может быть, стоит их срезать, сместить по бокам, чтобы они соприкасались не на сам дисплей, а где-нибудь здесь по краям. Так что пишите, пожалуйста, в комментариях, есть с ним какие проблемы, нет. Ну, в общем, чтобы... Будет интересно почитать, чтобы не натворить, как говорится, бед. Потому что прибор дорогой. Хотелось бы, чтобы с ним было все хорошо. Получается, друзья, 9 дюймов. Здесь под вот этой резиновой заглушкой надписью Lowrance ставится карта памяти. Вроде взял хорошую карту памяти, сказали ничего, но как-то немножко карты подтупливают, поэтому надо уделить внимание очень хорошей флешке. Не пожалеть денег и взять по объему 32 гигабайта, этого достаточно, он больше не тянет. И что-нибудь по классу 10 и скорость, чтобы была хорошая. Дисплей сенсорный, покрытие глянцевое, да, надо с собой будет тряпочку, потому что оставляет следы. Кто-то гидрогелевую пленку наклеивал, сказали, помогает, хорошо работает. Но вот с другими рыбаками, которые здесь по месту рыбачат, общался, говорят, пленку ставишь, не работает тачскрин. Здесь у нас получается кнопка включения, сильно давить не надо, мягкие, говорят, кнопки, сильно кто надавливает, потом проблемы ремонтирует. Здесь эта кнопка делает там скриншоты, увеличение, точки ставить, но это меню. Входить, выходить там по самому эхолоту. Ну, эхолот я подключу и уже там, наверное, на воде будем щелкать, там по настройкам расскажу, что мне сказали. Вот, так что вот такая тушка. Отличие от лайва, здесь в лайве еще дополнительные кнопки сделали, что либо сенсором управляешь, либо кнопками. Как бы могли сюда
добавить, но на это есть более дорогая модель. Не знаю, пишите в комментариях, кто, может быть, пользовался, продал, перешел на лайв. Либо этого хватает. Просто вот интересно послушать. За эти деньги прибор отрабатывает нормально, либо все-таки надо брать что-то уже получше, подороже модели. Так что вот такой эхолот. Ну и давайте сейчас покажу аксессуары, которые я еще взял дополнительно, чтобы установить наш эхолот без проблем в лодку и рыбачить. Сам эхолот наш крепится, как я и говорил, на вот этот держатель. Так, по бокам. И сейчас мы это прикрутим. Там есть в комплекте вот такие штуки. Тут все просто. Совмещаем, чтобы там попали наши... Все попало в наши пазы. И закручиваем. Ну, в общем, вот так это все выглядит. Ну и, соответственно, эхолот у нас только вот так поворачивается. Вверх, вниз. А если мы в лодке установим куда-то, надо же, чтобы он поворачивался на столике. Продаются вот такие планки. Но наклейка уже была сделана, поэтому вот на этом сайте все брал. Больше про него рассказывать ничего не буду, а то скажут, там реклама какая-то. Нет. В общем, вот продается такая планка. Вот так это все крепится. Просверливается в столике или где вы хотите отверстие. Все зажимается. И эхолот наш будет, то есть, крутиться вправо-влево. То есть на 360 градусов даже можно все развернуть. Вот здесь отверстие сделано. 4 там шурупа в комплекте есть. Поэтому пойдем в гараж. Будем все делать. Сначала просверливаем маленьким сверлом. Ну, чтобы не расколоть. С влагостойкой фанеры сделано. И устанавливаем, крепим наш держатель. Вот, поэтому там еще прикупил столик в комплекте был такой. Потом тоже это все покажу, когда буду в ПВХшке. В принципе, по качеству понравилось. Ну и по деньгам сильно не кусается. И даже если что-то у вас случится, всегда можно дополнительно купить. Там вот даже если столик состоит из разных частей. Если где-то что-то откололось у вас, вам могут выслать за какую-то сумму денег, не знаю, сколько это стоит, эти запчасти все. Вот, ну и самое главное, наверное, чтобы у нас прибор хорошо показывал, нам надо хорошо закрепить наш датчик. Датчик большой, 3 в одном, такую лыжу сделали. Вот понадобится вот такая струбцина универсальная, 4 миллиметра нержавейка. Обязательно вот такие клыки нужны. Это защита нашего датчика, если, не дай бог, куда наезжаем на препятствие, чтобы, ну, его не повредить. Регулируется под разную. Кстати, она универсальная. Есть такие струбцины, именно делают под НД лодки, есть под поелки, там и кастрюли, может, такие корпусные лодки. А это универсальная. И вот мы нашу гайку откручиваем, и вот так вот регулируется наша струбцина, чтобы вот эта часть была, ну, под днищем лодки, чтобы наш датчик стоял ровно. Ну и, соответственно, здесь мы на трансе нашей лодки зажимаем. Здесь такая сделана мягкая вставка, чтобы не повредить наш транец. Единственное, тут все приварено наглухо. Ой, не знаю почему не сделали, чтобы она крутилась, когда зажимаешь. Но будем смотреть. В общем, так. И вот, когда, если нам куда-то нужно переехать, чтобы петух от нашего датчика не шел от лыжи, вот в таком положении можно перевернуть при транспортировке и ехать. Потом приехали, вот так все зафиксировали обратно и зажали. То есть удобно. Да, струбцина стоит денег, но можно самому сделать. Но скупой платит дважды. Лучше отдать сразу денег и купить нормальную струбцину. Вот. Сам датчик, у датчика здесь вот есть 6, получается, у нас отверстий, нарезанных с резьбой. В комплекте идут
крепление. Сейчас мы достанем наш датчик. С датчиком нужно обращаться аккуратно. Вот. Тут уже все вот продумано. Вот так это все крепится. Даже вот смотрите, продумано, вот подпровод есть. Сюда мы потом заводим. Единственное, на хомуты я брать не буду. Наверное, изолентой все сделали. Может быть, если на хомуты буду брать, нужно будет какой-то на провод сделать. Может, со шланга, чтобы не прорезало. Потому что мне тут подсказали, что если просто поставить хомут, можно порезать сам провод и повредить датчик. Так что на это тоже нужно обращать внимание. Но это, как уже прикручу, все покажу поподробнее. Так что, в принципе, вот по эхолоту, по распаковке, какие аксессуары нам нужны, я показал. Единственное, еще покажу аккумулятор. Ну, обычный свинцовый такой взял, простенький. Но там, говорят, есть что-то, можно подороже, получше взять аккумуляторы. Но пока хватит. Здесь вывел провода тоже. Папа, мама, как и говорил, сделал. Но вот обычный, этот свинцовый аккумулятор. По емкости 18 ампер. Меньше брать смысла нету. Этого должно хватить на рыбалку. Так что, кто пользуется какими другими аккумуляторами, пишите, пожалуйста, в комментарии. Будет интересно почитать. Так что, все, сейчас собираю все до кучи. И, наверное, сегодня пока ветер, пойду сделаю в лодке там крепление, как-нибудь закрепить нашу голову, датчик. И потом уже, наверное, или сегодня, или уже завтра буду выбираться и будем смотреть, как работает эхолот, как рисует, в общем, разбираться. Так что не переключаемся, друзья, смотрим. Так, ну всем доброе утро, друзья. Второй день. Вчера здесь немножко установил, сделал под датчик с трубцы, ну, чтобы устанавливалось. Там сделал модернизацию небольшую. В конце, наверное, видео покажу. Не переключайтесь. Сделал, доработал, потому что если кто-то будет брать, надо дорабатывать обязательно, чтобы не попортить транс в лодке. Ну, сделал вот так сюда. Просверлился. Закрепил наш самый эхолот вот так. В любом положении можно разворачивать. Красота. Мотор сейчас прогреваю и буду делать первое включение. Ну что, начнем, пока мотор греется. В общем, по крышке говорил, да, вот эти упоры сделаны здесь. Они как раз вот где-то вот здесь прилегают на дисплее. Не знаю, почему они по бокам вот здесь не сделали. Вот, пишите в комментариях, как они не портят дисплей наш. Просто если что, перенесем. Вот, дисплей так мажется, отпечатки остаются, надо тряпочку какую-нибудь будет для техники прикупить, чтобы всегда с собой была. Так, ладно, крышку мы отложим в сторону. И давайте включим прибор. Говорят, кнопки нежные, надо обращаться аккуратно. В общем, говорят, всегда надо придерживать пальцами сзади, плюс аккуратно надавливать. Все. Включился. Погодка радует, но единственное, до 15 надо как-то успеть. Вроде потом мокрый снег с дождем, некомфортно будет. Ну, мне нужно уезжать уже будет. Поэтому, думаю, хватит. Так. Принять. Ну вот уже карта пошла писать. Так, наложение. Вот здесь Симап стоит, почему-то сбивается карта, не знаю, лицензия, ну, сбросили мне, надо Лоуренс ставить, отображение, вот, не Симап, а Лоуренс. И все, вот у нас на западной Двине ловим. Сейчас мы выберем, где-то было вот так отображение, выберем палитру. Ну да, вот это интереснее, надо будет смотреть. 10-я, частота 800 килогерц, говорят, самая ходовая.
Можно 455, лучше 800. Ну, по контрасту будем играться. Вот, по умолчанию авто. Плюс 2. Мне настройки сбрасывали, было плюс 2, плюс 3. Кто-то на минус 3. Ну, в общем, будем смотреть. Так что вот такие пока настройки, друзья. Не знаю, ребят, записалось или нет, что-то глючит у меня камера сегодня. В общем, нашел я интересное место. Вот здесь поставил точку, но немножко не так стало. Сейчас перееду и по компасу будем выставляться. Вот получается до точки 12,8 метров. Ну и по компасу вот мы найдем. По компасу берем наш компас. Вот 55 градусов. Вот ищем. Ну вот где-то вот так, как я и стою, нужно подняться выше, заикариться и будет бросать в эту точку. Там интересная такая аномалия, приложу карты. Так что посмотрим сейчас. Ну вот, ребят, интересные места. Смотрите, вот какая, как каменная гряда, как отсвечивает тоже слева, справа камушки. Вот так показывает в боковых лучах. Карта рисуется. Ну, пока вот разбираю, что-то не могу нормально встать на точку. Покидал ветер как раз в лицо. Хочу съездить сейчас, может найти более такие места, где более затишок, там попробовать. Но здесь вообще невыносимо. Нашел, друзья, интересное место. Там коряшка такая хорошая стоит, и вроде как бы есть рыба. Вот пометил точку, поднялся опять выше по течению, зашел на нее. И вот получается до точки у нас 22,4, как раз нормально. 55 градусов. Вот сейчас будем выставляться и бросать на эту точку. Сейчас по компасу посмотрим, где это. И только надо... И будем пробовать ловить. Единственное, надо перед собой прибор ставить, потому что, ну, поставил назад неудобно. Вот, как бы... Вот, 21,7 метра. Покидал, друзья, немножко не так сказал. Я один раз всего лишь рыбачил с таким эхолотом. Не те показания, я смотрю, показания вот снизу 25,7 метров. И вот эти градусы, куда бросать. А я смотрел верхнее значение, потому что заходим, когда внутрь, вот расстояние до точки. И вот градусы наши, соответственно, в другую сторону надо было бросать и выставляться. Сейчас покажу. И немножко там была еще ошибка. Ну, понятно, надо разбираться. Тут ничего такого страшного нету, так что смотрим. Во-первых, еще у меня был отключен. Надо было включить местоположение. Вот. Поэтому сейчас с компаса выйдем. Так, может быть, плохо будет видно. Так, где наш компас? Вот компас. Вот. Получается 193. Вот, 193. Ну, то есть вот направление вот на то дерево сухое впереди. 20 метров бросаем, там наш затопленное дерево наше. Пробуем. Плыву сейчас, ребята, такой, думаю, что за ерунда. А тут вот маленькая косулька хотела переплыть Двину. Болтает меня, конечно, испугалась. Дуреха в такую воду лезть холодную. Так, что-то где-то я ее потерял. А, их даже две здесь. А, 3. Там целый берег. Вот раз, 2, 3.
дурехи. Да, ребят, погода портится. Собираюсь домой. Приложу скриншоты, наверное, к видео. Вот было пару хороших рыб, наверное, сом или судак, не знаю, может быть, кто знает. Пишите в комментариях. Постоял, покидал ничего, но потом была одна хорошая поклевка, но все. И на этом все. Не засеклась, не знаю. Либо сом был, атаковал, либо судак. Ну, хотя приманка была не побитая. Как бы целая, ничего с ней не произошло. Ну а сейчас по-быстрому хочу показать, кто будет брать такие струбцины для 3 в 1. Что нужно будет сделать, как и говорил в начале видео. В общем, здесь сделал такую резиновую вставку, приклеил, чтобы не портила транис нашей лодки. Это такая плитка укладывается, когда пол бетоном заливаем. Она такая резина на Валбересе продается. Может, тоже сейчас ставлю. Для примера вырезал наклей. Здесь тоже приклеил, потому что здесь не знаю, из чего материал такой был сделан. Сразу он как бы развалился. Ну и сверху, я говорю, неужели нельзя было сделать кусочек такого нержавейки, вставить сюда, чтобы тоже не коцало. Взял шланг, разрезал и наклей посадил. Теперь все, защищена струбцина наша и не будет коцать нашу лодку. Ну и плюс вот здесь на стяжке, кто будет брать, какие-то надо, вот я кусочек шланга вырезал, вставил, чтобы не портил провод. А вообще закажу себе, такая оплетка есть, полностью в кабеле сделаю, потому что все такое нежное, поэтому вот как-то так. Так что, друзья, вот такое видео получилось, распаковочка. Надеюсь, прибор оправдает свои доверия, что вложенные деньги. Понятно, что больше рыбы мы ловить не будем, но изучать новые места тоже интересно и полезно. Потому что даже сегодня, где ездил, знал места, посмотрел, конечно, интересно. Надо там упираться и рыбачить. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан. Будем дальше разбираться с прибором, выезжать рыбачить, если погода позволит. Сейчас вот эти 2 дня какие-то смена погоды, ноябрьские праздники впереди, так что подписываемся, оставляем комментарии, подсказываем, будет интересно почитать. Ну и, наверное, следующее видео будет либо на Двине, либо на озере, будем там пробовать дальше выбираться. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся на рыбалке.